Фигура, видимо, Адамия такой ник. Когда пишу картины маслом, все ярко выглядит. А когда сохнет, просто английскими буквами написано, куда-то уходит. Ну, яркость, видимо. В чем дело, скажите, пожалуйста. Обычно это грунт. Если грунт не очень качественный, то масло неравномерно высыхает. Поэтому пожухлость называется, жухнет краска. Где-то ярко, где-то ух. Лечится это дело просто. Берете, например, матовый лак, если не хотите, чтобы блестело все потом, либо обычный лак, там, пихтовый или какой у вас в ходу, и покрываете. Ну, надо полгода подождать, пока все краски высохнут. И все будет равномерно блестеть или так полуматово выглядеть. Так что это не проблема. Друзья, напомню, что грандиозная скидка идет сейчас в онлайн-школе. 50% на любую продукцию. Уроков моих накопилось более 50, так что выбирайте. И я покажу, как это делается для тех, кто стесняется или не знает, боится зайти на сайт и нажать какую-то кнопку. Вот я при вас прямо захожу на сайт, и что мы видим? Что здесь есть различные бесплатные уроки, вы можете посмотреть. Я просто колесиком мыши кручу вниз. Вот уроки по номерам. Смотрите, 1, 2, 3 и так далее. Вы, кстати, можете видеть, здесь есть отзывы, нажать, посмотреть. Люди делятся своими впечатлениями от урока. Здесь же к каждому уроку есть видеоанонс. Видите? Нажимаю видеоанонс, и есть вот на минуту 23 есть видеоанонс. Я рассказываю, о чем урок и как он там устроен. Ну вот, идем дальше. То есть вы, например, вот я кручу дальше. И все они там 50, вот лента, это лента уроков, там 50 с лишним уроков здесь есть. Например, я какой-то выбрал, я не знаю, вот композиция в пейзаже, например, да, прочитал здесь, посмотрел отзывы, посмотрел анонс, мне он нужен. Я пишу, я нажимаю «Добавить в корзину», если в России, то, значит, в рублях. Не обращайте внимания на то, что сейчас стоит цена без скидки, она появится со скидкой во время покупки. Это для заграничных клиентов. Добавить в корзину. И вот смотрите, в корзине отображено уже 200 зачеркнуто и 1050, 50% скидка. Значит, уже, заказать пишите. Заказать. Здесь email отображается мой номер. Значит, язык, например, русский. Купить урок. И я перехожу в оплату заказа. Значит, сумма, что здесь написано, оплатить с помощью Тинькофф. Вот видите, виза, карта РФ или карта не РФ. Здесь можно для клиентов, которые за рубежом. Оплата картой. Все. И идете сюда. Меня часто спрашивают, с чего начать, с каких уроков я рекомендую начать. Для тех, кто не покупал еще уроки, не знаком с моей системой преподавания, я рекомендую базовые уроки. Посмотрите небольшой анонс на эту тему. Первый – это базис, основа видения художника. 13-й – о композиции. Очень много разобрано работ. И в результате разбора можно почувствовать, что такое композиция. 28-й – это просто обязательно, чтобы овладеть перспективой, нужно глубину рисовать. Мы рисуем пространство, пишем его. То есть в двухмерном листе мы рисуем глубину. Нужно знать эти законы и просто на практике с карандашом и бумагой этот урок изучить. Потом 52-й и 53-й. Вот вам задача минимум. Павло Замай. Как же вы живете в маленьких форматах? Полностью живу, тотально. Не, я все же люблю размах, хотя побаиваюсь больших размеров.
Маленький формат, маленькие ошибки, большой формат, большие ошибки, они же сразу на виду. Ваше мнение в контексте бесконечно возможных вариантов замеса, что, конечно, безумно интересно нам, импрессионистам. Так вот, как в этом случае быть с некоторыми академическими правилами и рекомендациями из исследований пигментов, из которых следует, что есть нежелательные смеси красок. Например, ультрамарин, ну да, как одна из капризных красок в этом отношении и имеющая немало ограничений: химические реакции, побурение, потемнение, меление, растрескивание. Как же нам быть? Может, не следует об этом думать? Я думаю, не следует. Давайте сосредотачиваться на точности наших замесов, на точности отношений цветовых. Таким образом мы выстроим грамоту в живописи, ее привлекательность, ее, я не знаю, силу, красоту. Ну а уж если я буду думать о том, как поведет себя краска, я не знаю, вместо того, чтобы думать о решении творческом, о тональных отношениях, я думаю, как она себя поведет, да, растрескается она или нет. Понимаю вашу озабоченность, но покупайте тогда ультрамарин, я не знаю, других брендов, более дорогих. Читаю дальше. Ограничить свои замесы и довериться технологам-производителям красок, которые как раз работают над тем, чтобы нам легче было и проще. А жизнь и так мимолетна, краски в любом случае рано или поздно, да и каждая к тому же с разной скоростью изменится в картине. Изменится, с уважением, Давид. Да, изменится. Будем надеяться, что они пропорционально изменятся. И красота вашей живописи успеет завладеть сердцами миллионов людей, прежде чем она там изменится. Сложный вопрос для меня. Я все-таки руководствуюсь красотой цвета. Давайте спросим у реставраторов, что скажете на этот счет. Какие у вас будут рекомендации? Напишите нам, пожалуйста, всем. Тога Фортеза. Бах писал по всем правилам гармонии, и это были жемчужины. Шнитки, палец вниз такая, штука. Что с этим делать? Шнитки. Гармония шнитки для тех, кто в этом видит гармонию, слышит ее. Губайдулину еще можно в эту же сторону, да, в этот же ряд поставить. С другой стороны, живопись – это в любом случае обман, и это чуть-чуть не так. Я напомню правило Шнитке, он изумился, это его, кстати, какой-то лейтмотив, такая вот отправная точка, красная нить в его творчестве, от которой он отталкивался. Жемчужина, как она рождается? В тело моллюска попадает песчинка, я уже рассказывал, и моллюск, это неудобно ему, он обволакивает своей слизью эту самую песчинку, получается жемчужина для нас, а для него это способ выживания. Так вот, это не так сделало жемчужину, произвело на свет моллюском жемчужину. Для нас это произведение высочайшего искусства природы. Не так, ей было неудобно. И музыка Шнитке пропитана вот этим не так, как и, я не знаю, живопись того же Ван Гога, или Гогена, или Сезанна. Не так ведь? Все не так. Это новый взгляд на мир этих художников. Я включаю и музыкантов тоже в их число. Новое звучание их сердец. В конце концов, все гениальные композиции – это нарушение правил. И я сторонник, я призываю к тому, чтобы обходиться с композицией, с позиции творца, художника, который нарушает, изменяет существующие правила, живет более свободно в них, в этом кадре холста и ведет себя так, как никто от него не ждет из зрителей. Он удивляет зрителей своим новым решением. Я за новизну.
Для развития канала нужны ваши лайки, друзья. На 1000 просмотров 100 лайков это никуда не годится. Пожалуйста, усильте ваше желание помочь моему каналу в развитии. Предлагаю вам еще посмотреть одно кино, называется «Касание края форм, акценты». Все исчезает. Просто соединение этого куска с этим. Но это вот уже как бы интуитивно, вы просто это чувствуете, где его оставить, где его пожирнее сделать, там жик, прям сильно, где нет, где списать.